Когда говорят о Винсенте Галло, чаще всего с придыханием, или с раздражением, или с опаской. Он как человек, который заходит в комнату и либо мгновенно захватывает внимание, либо вызывает желание выйти. И в этом его суть. Галло не просто режиссер, он актер, музыкант, фотомодель, художник и, откровенно говоря, провокатор. И этим он по-настоящему интересен. Я посмотрел все его фильмы, а их, строго говоря, всего 2. Третий, «Обещание, написанное на воде», так и не был выпущен официально, и найти его невозможно. Но даже этих 2, «Баффало 66» и «Бурый кролик», хватит, чтобы понять, кто такой Галло. Почему им одновременно восхищаются и ненавидят. И почему, несмотря на все это, он ушел из кино, по сути, хлопнув дверью. А вы пока напишите в комментариях ваших любимых режиссеров, на которых хотите увидеть разбор. Это один из моих любимых фильмов, и я не один такой. «Баффало 66» – фильм, который стал откровением для целого поколения интровертов, аутсайдеров, романтиков, меланхоликов и просто уставших от жизни людей. Снятый почти без бюджета, в серых кварталах Баффало, это фильм про человека, который только что вышел из тюрьмы и сразу же берет в заложницы девушку, чтобы притвориться перед родителями, что у него все хорошо. Это звучит как триллер, но на самом деле это история одиночества, страха, желания быть любимым. Герой Галло, Билли Браун, один из самых жалких и одновременно трогательных персонажей, которых я видел. Он не умеет просить любви, он орет на всех, он злится и срывается, но ты чувствуешь, он просто не знает, как быть. Почему фильм работает? Во-первых, визуал. Галло сам снимал на 35 мм, сам настраивал объективы, сам красил пленку. Изображение похоже на старые фотографии, зернистое, блеклое, но очень теплое. Цветовая палитра в холодных, выцветших оттенках. Это мир, в котором все словно остановилось. Монтаж резкий, с вставками, флешбэками, статичными портретами персонажей. В одной сцене целых 3 кадра одновременно, как будто время разрывается. А музыкальное сопровождение – это вообще отдельный уровень. От классики Yes и King Crimson до живой, гипнотической музыки под авторством Галло. В одной из самых пронзительных сцен звучит Heart of the Sunrise, и ты просто сидишь, не дыша. И самое главное, Кристина Ричи. Ее героиня Лейла – полная противоположность Билли. Мягкая, понимающая, терпеливая. И несмотря на весь бред, похищения, крики и психозы, между ними рождается что-то настоящее. Это фильм о том, как сложно любить и быть любимым, когда ты всю жизнь провел в одиночестве. Это автобиографическое кино, Галло буквально говорит: вот он я, со всеми травмами, обидами и страхами. Фильм наполнен его реальной болью, отношения с родителями, детство, неудачи, и ты это чувствуешь. Поэтому даже самые кринжовые сцены честные. Это его исповедь. Финал с одной из самых пронзительных и нежных развязок в кино. Без спойлеров, но я скажу одно: если вы дойдете до последней сцены, вы уже не тот человек, который начинал смотреть. Уверенная рекомендация к просмотру. Это не просто кино, это душа, вывернутая наружу. Может быть, не для всех, но если оно зацепит, то навсегда. Если Баффало 66 – крик боли, то Бурый кролик – тишина после него. Это очень спорный фильм Галло. Его освистали в Каннах, критики разнесли, а Роджер Эберт назвал его худшим фильмом в истории Каннского фестиваля. Но все не так просто. Фильм почти без диалогов, в нем практически нет сюжета. Галло едет по Америке на машине, заезжает на заправке, смотрит в окно, вспоминает девушку, которую когда-то любил. И это все. Почти 2 часа. Финал жесткий, шокирующий, даже скандальный. И не потому, что там очень откровенная сцена с Хлоей Севиньи, а потому, что ты понимаешь, что он прощается навсегда. Как это снято? Опять же, Галло все делает сам. Сценарий, камера, монтаж, даже звук. Фильм очень медленный, и если вы привыкли к динамике, будет тяжело. Но если войдете в ритм, почувствуете странное, меланхоличное спокойствие. Цвет выжженный, пыльный. Камера почти как документалка. Саундтрек снова ручной сбор, включая Galaxy 500 и Mazzy Star.
Это не для зрителя, это лично для него, как будто он ехал по шоссе и решил выговориться, без фильтров, без попыток понравиться. Фильм тяжелый, может показаться претенциозным, но в нем есть странная честность. Галла, как рана, которую никто не залечил. И ты либо отворачиваешься, либо смотришь и не можешь забыть. Порекомендовать смотреть это кино я не могу. Оно совсем не для удовольствия. Это кино как личный дневник, иногда красиво, иногда больно, иногда скучно, но всегда по-настоящему. После «Бурого кролика» он снял третий фильм «Обещания, писанные по воде», который показали в Венеции. Но после он исчез, и этот фильм невозможно посмотреть. Он сказал, что ему неинтересно давать людям кино, и что он хочет сохранить фильмы для себя. Он стал почти мифической фигурой, живет где-то, снимается крайне редко, записывает музыку, участвует в арт-проектах. Он больше не хочет быть частью системы. И, судя по всему, ему действительно так лучше. Галла – это, наверное, один из самых интересных и в хорошем смысле сумасшедших людей в мире кино. Его сложно классифицировать – актер, режиссер, музыкант, художник, мотогонщик, модель. Он всю жизнь балансирует между высокими искусствами и резкими, почти провокационными жестами. Он может показаться кем угодно – самовлюбленным нарциссом, гением вне времени, уставшим романтиком, троллем или просто человеком, который всегда идет против всех. Но как только ты смотришь «Баффало», ты понимаешь, это все части одного целого. Непростого, но искреннего. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь, будет еще много интересного. До встречи.